12 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков, которым русский язык был полностью исключен из-под действия этой международной защиты. Это сознательное и политически мотивированное решение требует принципиального и массового ответа со стороны русскоговорящих граждан Украины, которые в 2019 году поддержали кандидатуру Владимира Зеленского, поверив его обещаниям мира, единства и защиты интересов всех регионов и языковых групп страны. Уважаемые соотечественники, коллеги-юристы, представители органов государственной власти, гражданского общества и международного сообщества. Я, Валерий Табаков, практикующий юрист, магистр административного менеджмента, гражданин Украины, русскоязычный отец ребенка, обращаюсь к вам с принципиальной, глубоко аргументированной и правовой позицией относительно текущей языковой политики государства. Русский язык в Украине обладает прямой и безусловной конституционной гарантией свободного развития, использования и защиты. Статья 10 Конституции Украины четко и недвусмысленно устанавливает: в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков, национальных меньшинств Украины. Эта конституционная норма обладает высшей юридической силой, является нормой прямого действия и обязательна для применения всеми органами власти, судами и должностными лицами. Термин «свободное» в юридическом и конституционном смысле подразумевает недопустимость любых существенных, ограничивающих, запретительных или дискриминационных норм, которые реально сужают возможности использования языка в повседневной общественной жизни граждан. Конституция Украины не содержит никакого искусственного разделения на частную и публичную сферы применительно к гарантиям для русского языка. Все попытки ввести такое разграничение через обычные законы или толкования – это позднейшее, вторичное и, на мой взгляд, неправомерное сужение конституционных прав. Каковы основные аргументы нашей позиции? Первое. Буквальное и системное и телеологическое толкование статьи 10 Конституции. Государство действительно имеет позитивную обязанность обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Однако эта обязанность не отменяет и не может отменять одновременную конституционную гарантию свободного использования русского языка. Две части одной и той же статьи
должны толковаться во взаимосвязи и гармонии, а не в конфликте. Ограничения в сфере образования, средств массовой информации, сферы услуг, рекламы, культур, а также недавнее исключение русского языка из-под действия Европейской хартии региональных или миноритарных языков прямо противоречат как букве, так и духу конституционной гарантии. Второе. Особо возмутительный шаг – это подписание закона о снятии защиты русского языка. В июне 2026 года Владимир Зеленский лично подписал закон номер 4699-9, которым русский язык был исключен из-под специальной защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Это сознательное решение, которое лишает русский язык даже той минимальной международной защиты, которая предусмотрена для языков национальных меньшинств. Таким образом, Зеленский официально закрепил дискриминационный подход, объявив язык миллионов своих граждан языком, недостойным защиты. Ответом на этот шаг должно стать массовое лишение Зеленского поддержки со стороны русскоязычных граждан Украины. Те, кто голосовали за него в 2019 году, доверяя обещаниям единства и мира, имеют полное моральное и политическое право отозвать свою поддержку, прекратить эту поддержку прямо сейчас, официально, публично. Политика, которая игнорирует интересы значительной части избирателей, неизбежно приводит к потере доверия и легитимности. Третье. Европейский опыт опровергает дискриминационный подход. Ярким примером служит статус английского языка в Европейском Союзе. Английский язык остается одним из официальных рабочих языков ЕС, хотя Великобритания вышла из состава Союза по Брекситу. Это наглядно демонстрирует, что статус и защита языка не зависят механически от членства государства, в котором этот язык является государственным. Точно так же русский язык должен сохранять полноценный статус и защиту в европейском правовом пространстве и в Украине, несмотря на то, что Россия не является членом ЕС. Язык – это живое достояние миллионов людей, а не инструмент геополитики. Искусственное лишение его защиты противоречит самой европейской практике и принципам многоязычия. Четвертое. Ложная и разрушительная дихотомия. Сегодня русскоязычным гражданам Украины искусственно навязывается крайне ущербный и неприемлемый выбор: либо полная и насильственная украинизация, либо российская оккупация. Этот набор альтернатив является глубоко ложным, циничным и разрушительным для единства страны. Мы категорически отвергаем обе крайности. Для миллионов
русскоязычных украинцев существует третья, конструктивная альтернатива – остаться лояльными гражданами суверенной, независимой и демократической Украины, при этом сохранив свои законные, языковые, культурные и идентичностные права. Именно эту взвешенную и патриотическую позицию мы последовательно отстаиваем. Украина может и должна быть общей родиной для всех своих граждан, независимо от языка повседневного общения. Пятое. Отсутствие объективного и разумного обоснования дискриминационной дифференциации. Русский язык является родным для миллионов граждан Украины и имеет глубокие автохтонные корни на территории страны. Предоставление явно худшего правового режима русскому языку по сравнению с венгерским, румынским, польским или крымско-татарским языками не имеет никакого рационального и законного оправдания. Такая дифференциация носит явно дискриминационный характер и нарушает фундаментальные принципы равенства перед законом. Шестое. Нарушение принципов равенства, недискриминации и уважения к человеческому достоинству. Конституция не дает государству право подавлять культурную и языковую идентичность значительной части собственного населения под предлогом национального строительства или военного времени. Язык и идентичность – это не угроза безопасности, а неотъемлемая часть богатства и многообразия украинского общества. Подавление одной идентичности не укрепляет другую. Оно лишь порождает отчуждение, недоверие и внутреннее разделение. Рассмотрим основные аргументы оппонентов. Первый. Война и вопросы национальной безопасности оправдывают любые ограничения. Данный аргумент не выдерживает серьезной правовой критики. Даже в условиях военного положения основные права и свободы человека продолжают действовать, а Конституция остается высшим законом. Использование языка как предлога для ущемления прав собственных граждан создает опасный прецедент и в долгосрочной перспективе ослабляет, а не укрепляет государство. Второй аргумент. Конституционный суд уже подтвердил конституционность языковых законов. Решение Конституционного суда 1999 и 2021 годов носят выраженный конъюнктурный характер и не могут навсегда закрыть вопрос. Граждане имеют полное право инициировать новое конституционное производство и добиваться пересмотра толкования статьи 10 в соответствии с ее буквальным смыслом. Третий. Большинство населения поддерживает политику украинизации. Права языковых меньшинств и отдельных граждан ни в коем случае не могут зависеть от текущего мнения большинства. Это один из краеугольных принципов современного конституционализма и международного права в области прав человека. Международные эксперты уже дали объективную оценку. Венецианская комиссия Совета Европы
Human Rights Watch и другие авторитетные институты неоднократно подчеркивали, что украинское языковое законодательство создает условия для дискриминации по языковому признаку, нарушает принцип пропорциональности и баланса интересов. Я, как юрист, намерен и дальше защищать конституционные права русскоязычных граждан Украины всеми доступными законными средствами через национальные суды, конституционные жалобы, петиции, обращения в Европейский суд по правам человека, структуры Совета Европы и широкую публичную правовую деятельность. Мы не выбирали насильственную украинизацию. Мы не отказываемся от своей культурной идентичности. Мы требуем признания третьей альтернативы полноценной жизни в суверенной Украине с гарантированным сохранением наших конституционных языковых прав. Свободное использование русского языка – это не привилегия и не уступка, а неотъемлемое конституционное право каждого гражданина Украины. Я открыт к конструктивному диалогу, готов участвовать в судебных процессах и продолжать последовательную правовую борьбу за восстановление конституционного баланса.